Огромная горилла схватила беззащитную красотку и утащила ее прямо в джунгли. Девушка думала, что это конец, но тут произошло что-то невероятное. Впервые оказавшись в Африке, Памела вместе с группой туристов и местным гидом отправилась на удивительную экскурсию в самые настоящие джунгли. Вот только любопытная девушка, как обычно, замечталась по дороге и к своему ужасу отбилась от группы. Пока красотка пыталась понять, как двинулись остальные, из зарослей неожиданно появилась огромная горилла, которая выглядела словно свирепый лесной монстр. От испуга Памела попятилась назад, но неосторожно оступилась и буквально грохнулась на землю, при этом сильно подвернув ногу. Девушка едва сдерживалась, чтобы не закричать из-за дикой боли в ноге, так как это могло спровоцировать нападение здоровенного примата. Но что еще хуже, погода стремительно менялась. Небо за считанные минуты закрыли большие черные тучи, и начался сильный ливень, который быстро превратился в настоящий тропический шторм с мощными порывами ветра. Все это время горилла просто молча стояла и с интересом наблюдала за стонущей от боли девушкой, как будто изучая необычное поведение человека. Памела не знала, что ей делать дальше, прекрасно понимая, что из-за разразившегося шторма остальные туристы вряд ли вернутся за ней. А горилла все никак не желала уходить и представляла для нее еще большую опасность, чем непогода. Насквозь промокшая девушка не выдержала напряжения, села прямо на грязную землю и начала рыдать навзрыд от боли и отчаяния. От слез и крупных капель дождя Памела уже практически ничего не видела перед собой, и она даже не заметила, как горилла добралась до нее за считанные мгновения, сделав несколько длинных прыжков. Мощные волосатые лапы примата подхватили девушку словно пушинку и потащили прямо в джунгли. С перепуга, подумав, что горилла хочет ее съесть, Памела закричала изо всех сил, но шум проливного дождя заглушал практически все звуки. Девушка не успела опомниться, как оказалась в небольшой пещере, где, по крайней мере, было довольно сухо, а ветер и дождь снаружи практически не ощущались. Памела с трудом заставила себя оторвать взгляд от земли и посмотреть на свою огромную похитительницу, пытаясь понять, что же ей нужно. К удивлению девушки, горилла вновь оставила ее в покое, отошла на несколько метров и продолжила наблюдать за поведением человека. В этот момент красотка почувствовала, что горилла не собирается причинять ей вред, и это, наконец, позволило невольной пленнице хоть немного расслабиться. Памеле даже стало казаться, что горилла принесла ее в пещеру специально, увидев, что девушка ранена, и решив защитить ее от свирепого тропического шторма. Девушка мысленно поблагодарила крупного примата и стала думать, что же ей делать дальше. Внезапно Памела вспомнила, что гид раздал всем туристам небольшие GPS-трекеры на случай опасности. Девушка нашла в своем рюкзаке трекер, с облегчением убедилась, что ливень не повредил устройство, и, наконец, нажала заветную кнопку. После этого оставалось только надеяться, что гид получит сигнал с устройства и приведет за ней спасателей. Примерно через час дождь закончился, и на небе вновь засияло солнце. Памела с травмированной ногой с трудом выбралась из пещеры, чтобы спасателям было легче ее найти, и стала дожидаться людей. А горилла все это время оставалась на некотором отдалении, чтобы с одной стороны не напугать девушку, а с другой прийти ей на помощь в случае любой опасности, которая могла поджидать ее в джунглях. Когда еще через несколько часов поблизости раздались голоса людей, Памела буквально завопила от радости, привлекая к себе их внимание. Через мгновение спасатели вышли к пещере, где их с нетерпением ждала травмированная туристка, которая еще никогда в своей жизни так не радовалась появлению людей. Несмотря на безудержную радость, Памела успела заметить, как горилла скрывается в джунглях, и еще раз мысленно поблагодарила своего мохнатого ангела-хранителя. Спасатели помогли Памеле добраться до гостиницы, и вскоре та уже летела домой на огромном белоснежном лайнере, думая лишь о том, как горилла, показавшаяся сначала красотке жутким чудовищем, в итоге защитила ее от свирепого шторма и, возможно, даже спасла ей жизнь.